Я думаю, многие замечали, что в России очень много заборов, причем таких довольно неприглядных, из профнастила, невыразительных, глухих, за которыми ничего не видно. Но, как мне кажется, это во многом, конечно, наследие советской эпохи, где люди боялись что-то потерять, где был дефицит, где боялись, в конце концов, грабителей элементарных. И скрыть свое имущество, огородиться, чтобы никто ничего не видел, не сплетничал. Это такая потребность постсоветских многих народов, многих странах. В основном, конечно, таких довольно бедных стран. Принципиально у забора две функции нужно понимать. Одна функция – это действительно обеспечение некой преграды, то есть предотвращение проникновения кого-нибудь куда-нибудь. А другая функция очень часто декоративная, то есть забор – это такая декоративная каемочка, которая может тоже каким-то образом обрамлять какое-то пространство. И, наверное, забор проблема в том случае, если он не исполняет ни первую, ни вторую функцию из всех, что я назвал. Например, забор, который отделяет тротуар от проезжей части. Он просто действительно выполняет функцию защиты проезжей части от шального пешехода, но при этом позиционируется как защита пешехода от наезда автомобиля. В случае действительно аварийной ситуации, как правило, он разлетается в стороны и может какой-то дополнительный урон нанести еще тем людям, которые находятся где-то на расстоянии от этого забора. Что запчасти от него разлетаются по сторонам. Заборы, которые у нас распространены, это все результат проектирования города, ориентированного на автомобиль. То есть, когда пространство улицы проектируется таким образом, что главный приоритет отдается удобству движения на автомобиле. И, конечно, для любого города это признак не очень комфортной повседневной среды. Современный подход звучит так, что первым на улице должен быть пешеход. То есть мы должны проектировать таким образом, чтобы максимально комфортно было в первую очередь пешеходу, и чтобы он мог переходить улицу не там, где есть пешеходный переход, а там, где ему, в принципе, это комфортно и удобно. Есть такой легендарный советский забор ПО-2, и он, в общем и целом, ассоциируется со всем советским периодом, вот тем самым совком, как это называют. Забор этот, авторство Лахмана, он проектировался уже в период позднего Советского Союза, и он в общем и целом сделан в духе брутализма общемирового. Такие брутальные, крупные, массивные формы. Это было популярны и в архитектуре советской, и в искусстве, и не только, соответственно, в Советском Союзе, но и в развитых западных странах. Но советский брутализм, брутализм Восточной Европы, он достиг своего пика, наверное, распространения, просто потому что играть
в постмодернизм, во что-то другое, кроме вот этого запоздалого позднего модернизма, который у нас называется брутализмом, в Советском Союзе просто-напросто не позволялось. Архитекторы пытались сделать башенки, вот то, что я называю робким советским постмодернизмом, но у них особо не получалось. Поэтому у нас так много вот этого брутализма, и именно поэтому его многие не любят, потому что он, не прививалась к нему любовь, а он скорее навязывался, этот брутализм. И архитекторы, да и простые люди от него, конечно же, устали. Если анализировать саму форму ПО2, то она весьма эффективная. Вот эти вот трапеции, которые его украшают, они не позволяют вам забираться наверх. То есть это специально такой рисунок, чтобы было с одной стороны, вроде как красиво, а с другой стороны он был неприступен. Плюс ко всему он непроницаем. То есть вы ничего не увидите, и, конечно, это обосновывает его популярность. У нас в стране не любят, когда смотрят за забор, скорее любят наоборот, ничего не показывать, что внутри происходит. Именно по этим причинам, как мне кажется, он так широко распространился. Плюс ко всему он производился уже в позднем СССР, где разнообразие создавать заборное, было просто-напросто невыгодно, и страна беднела очень быстро. И я думаю, по этим же причинам производили всего один тип забора в основном. Хотя в Советском Союзе было еще куча разных заборов, деревянных, приглядных, милых, довольно низеньких, как в конце 40-х, начале 50-х годов. Но ассоциируется с Советским Союзом именно ПО2, потому что, в принципе, Советский Союз мало кому нравился и нравится до сих пор, как мне кажется. Я думаю, что каждый из нас встречался в каком-нибудь магазинчике, неважно, типа онлайн-магазин или офлайн, с большим количеством мерча, которые выпускают по мотивам известного забора ПО2. Таких людей много, это не единственный человек, который творит, эти свечи, стикеры и все остальное. И, на мой взгляд, это неправильный пример романтизации этого прошлого. Когда память начинает быть такой избирательной, начинает происходить полная деконструкция смыслов. То есть вырывать цацку из контекста, конечно, здорово, но я бы не рекомендовала, я выступаю против любой романтизации прошлого, потому что по факту получается так, что это те люди, которые формируют часть современной культуры, и они в ответе за то, что они оставляют после себя. Хотя, возможно, это не очевидно. Да? То есть как может набор стикер-паков или какая-то статуэточка с этим забором повлиять на культуру глобально? Мне кажется, может. Если ПО2 был символом Советского Союза, то, очевидно, символом современной России, путинской, как ее называют, это забор из профнастила. Как по мне, он всюду полностью закрытый, невыразительный, стандартный, дешевый, при том, что дом может быть роскошный, дороженный за много миллионов, но забор будет максимально простым, потому что люди, не привыкли тратить на забор. Они считают, что забор — это чисто ради того, чтобы оградиться, защитить свой маленький мир. И мне кажется, здесь и выражается суть нашего времени. Каждый пытается укрыться, закрыться и как-то жить своей жизнью. Много ли заборов у нас
по отношению к другим странам, ну, мне кажется, что примерно столько же на самом деле. Просто вопрос в том, как они оформлены эстетически. Ну, возможно, вдоль такого забора не очень приятно ходить. Но если это будет какая-то историческая кованная ограда с красивым рисунком, который можно разглядывать, и там за ним будет прозрачно, и ты будешь видеть какое-то пространство, вы даже можете не обратить на него внимания. Вот, поэтому вопрос, какие это заборы. Ну и по количеству, я, честно говоря, никогда и не пытался измерить, но мне кажется, заборов везде, в принципе, хватает. Здравствуйте. 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 Может показаться, что вот эта заборная тематика, она популярна исключительно в России, но на самом деле это неправда, поскольку подобная градостроительная ошибка, она существует не только у нас, но и в Европе. И, наверное, интересный такой взгляд на вот эти вот ограничители, на эти преграды происходит непосредственно в нашей стране. Я бы назвала его достаточно лютым, из-за того, что близка история, да, история о постройке самого великого забора, да, железного занавеса, и невозможно не делать отсылок, когда ты видишь вот этот забор на пути, особенно по 4 метра или по 2 метра, как любят выстраивать дачники. Но это наш мозг, мне кажется, мозг русского человека работает непосредственно таким образом. Историю не выкинешь и, наверное, не затрешь. Я думаю, это то, что уже как-то в генах будет прописано на долгое время. Ну, чем беднее страна и чем подозрительнее там люди относятся к ближнему своему, так сказать, тем выше и более глухие заборы возводятся. То есть, если мы берем, в пример, Эстонию какую-нибудь глухую, да, там остров Хииуmaa, где вообще вы заборов практически не увидите, то на этом острове живут все свои, все друг друга знают. И вероятно, что кто-то у кого-то что-то украдет, она маловероятна. Если у тебя город на много миллионов жителей, то там больше вероятность увидеть какой-то забор, просто потому что вы не знаете своего соседа. Если в Штатах или в любой другой стране территория малобезопасна, люди не чувствуют себя там безопасно, то там и появляется колючая проволока. Забор — это способ огородить свою территорию. Если забор он символический в виде камушка или просто линии покошенной травы, то означает, что в этой стране, в этой зоне все в порядке с преступностью, то есть ее, скорее всего, нету. Того самого модерна, который и Вругеля развивал, это же чисто имперское дело. Как по мне, ценность в архитектуре представляет все. От туалета, какого-нибудь последнего сортира, до огромного собора. То есть это все свидетели своей эпохи, и их надо сохранять. Заборы, конечно, в том числе. Нельзя сохранить все, но самые яркие выразители своей эпохи, конечно, нуждаются в этом сохранении.